Здравствуйте, дорогие друзья! Вы снова на канале Рыболов Элит. И сегодня с Андреем мы приехали на водохранилище, чтобы половить леща. Сегодня у нас тема будет безмотыльная рыбалка. Будем рыбачить на безмотыльные мормышки, гвоздишарики, гвоздикубики, чертики. Все, что, короче, без насадки, но с бусинкой. Да. Так что оставайтесь с нами, впереди вас ждут отличные кадры. Так, ребята, здесь первая лунка. Здесь глубина 5 метров. Лунка прикормлена мормышем. Сделал по совету Андрея от себя такую длинную удочку. Будем сегодня тестировать. Сегодня у нас ветер на улице 23 градуса с утра было. Холодно. Надеюсь, камера будет снимать. Леску поставил 117 флюр. Не, ну действительно удобно, удочка длинная. Можно спрятать руку в руках. Поклевки, ребят, на второй лунке. Хотел уходить. Резко что-то, потому что судачок. Дорожка. Дорожка утонула. Такая. Рыбача. За мотылку. Так, ребята, играю на чертика. Новая удочка. Кстати, удочка получилась очень удачная. Длина хвостика порядка 35 сантиметров. Очень удобно. Черный чертик с желтой бусиной в центре крючков. Считаю, что эта форма одна из лучших, то есть без всяких дисков, то есть еще бусинок. Одна бусина желтая по центру крючков. И все. Игра должна быть разная, то есть экспериментируйте от плавной игры. О, есть. Есть она. Датишка. Вот сюда клюет очень часто на чертиков. Все, давай, браток, гуляй. Вот такой чертик. Очередная лунка. После закорма прошло примерно минут 40. Одни из первых лунок.
Долго на лунке не засиживаемся. Пробежать, сейчас понять, где рыба, на что клюет, как клюет, на каких глубинах. Рыбалка сегодня будет производиться на чертика. Такой вот чертик у меня. Белая бусинка, желтая и кембрик черный. Удочка. Лесочка 0,12. Эта серия будет посвящена именно рыбалке на черта. Разбурились лунок по 15. Широко разбурились. Две дороги. Никита с сыпухой кормил одну с мотылем. Я чистомормыш. Пробуем. На что лучше будет брать. Итак, первая проводка, друзья. Веду без остановки первую проводку. Достаточно такая энергичная. Пауза. Обязательно подсекаю. Очень часто бывает, что рыба встает под крючочек, либо слегка как бы трогая чертика. Вы на самом деле как бы поклевку не видите, а при подсечке ощущаете увесистую рыбу. Очень часто бывает. На лунке долго не сижу. 3-4 проводки. И перехожу на другую. Здесь рыба передвигается. И какой-то там небольшой косяк встанет, то пучком мормыша вы его не удержите. Нужно просто оказаться в нужное время, в нужном месте. Если лещ есть под лункой, первые две проводки, как правило, уже срабатывают. Вообще на черта рыбалка очень достаточно активная. Нужно много передвигаться, много буриться. Но иногда и по пассивной рыбе чертик неплохо срабатывает. Много рыбалок было, что мотыль мормыш не работает, как на мормышку с насадкой, а чертик работает. Так что тут пробовать надо. Единственный недостаток черта это сходы. Несмотря на то, что на чертике 3 крючка, но сходов гораздо больше, чем на мотыля, к примеру. Здесь у нас поклевок нет. Будем передвигаться. Вот таким образом я как бы спасаю лунку от промерзания. Площадка, жерлица и флажок. Во-первых, хорошо лунку видно сдалека. На леща буришься очень широко и далеко. То есть за один проход может часа 1,5-2 затратить времени. Естественно, вот как сегодня, допустим, с утра было 25, сейчас отпустила где-то 20-19. Ну как бы достаточно холодно, и поверьте, лунка стянется, если не укрыть ее. Вот, друзья, снял. Здесь снежок. Посмотрите, она вообще нисколько не замерзшая. Как бы вообще лунка тепленькая. На заметку берем. Поменяли луночку. Глубина у нас там было 4, здесь 4,5. Ну вот я не знаю, что сегодня нам выдаст на этот раз наше водохранилище. Очень достаточно такой своеобразный водоем. Тяжелый, можно сказать. Вот рыбу хоть в мешок высыпь, ты ее не поставишь. То есть она постоянно в движухе здесь.
То есть успел на лунку, сел там 3, 4, 5, там сколько рыб взял. И возможно это будет все на весь день. То есть, ну, вот такой вот водоем. Надо много бурить, надо очень много ходить, передвигаться, пробовать. Искать какие-то подходы. Поклевок пока нет. Вторая луночка уже. Хотя места достаточно неплохие. Площадочка 4 на 4,5. Сейчас переход такой незначительный. Есть лунки дальше и 5 метров. Ну, дойдем, будем проверять, пробовать. Черт есть черт, как говорится. Должен кого-нибудь сманить всяко. Надо просто верить в свою насадку, и все, ребят, получится. Помню, давно загорелся этой снастью. Начал заниматься, но всегда с собой брал мотыля. То есть, ну, как бы не хватало терпения. Я похожу, не клюет мотыля, одеваешь вроде как поклевки. Ну а в один прекрасный момент просто не стал с собой брать козявок. Высыпал всего мормыша, чтобы не было соблазна, как говорится. И пошел работать на черта. В тот день я хорошо поймал 7 или 8 рыб таких достаточно достойных. И как бы я понял, что на самом деле черт это достаточно ловчая. Как бы приманка искусственная. В воде, если вы замечали, там дафни, вот там все букашки передвигаются, как бы тык, 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 вот так вот. То есть, по сути, это как бы и есть как бы пародия какой-то нимфы. Верьте, друзья, в свою приманку, и все у вас получится. Переходим на следующую лунку. Оп, поклевочка, друзья. Что-то не вижу ничего. Оп. Поклевочка. Оп. Вот так неплохо сопротивляется. Ну-ка, кто ты там? Лещок, друзья. Вот такой подлещик. Вот такой. Оп. В сторону. Вот такой ёршик, чертик, ёршик. Такой вот чертик. Угу. И опять туда. Вот был переход с 3-метровой на 5-метровую луночку. Вот с 5-очки, как мы видим, поклевочка. Поклевка была? А? О, это плохо. Вот она поклевочка, друзья. Она с первой проводочки. Вот так рыба вроде реактивная. Ну, тяжеленький такой. Ага. Не хочет. Ну, придется, родная. Ух ты. О, вот это, друзья, хорошая рыба. Вот это, друзья, хорошая рыба. Вот это, друзья. О. Вот это, друзья, хорошая рыба. Это за кило.
Смотрим, как взял. О, толстыми губами прям. Как надо. Вот, друзья. Чертик. С этого бы он не сошел. Вот так вот. Вот такой красавец. Вот такой красавец. Вот, первая проводка, ребят. Возможно, рыба есть еще. У нас поклевочка. Бежим. Вообще не дает подняться. Хорошая рыба взяла, тяжелая. Фух. Давай, родной, в этот раз не подведи. Не подведи, родной. Да что ты? Достаточно. Вообще прям. Тяги такие вверх. Рыба тяжелая, друзья, 100%. Не могу лунку. Ну ты сейчас не торопись. Я не тороплюсь. Крупный вещь. Лицом прям вот так стоит. Сюда падает. Ты видишь его? Конечно. Сейчас. Тихо. Видишь его? Смотри, какой здоровый. Подожди. Убегай. Будем брать, друзья. Аккуратненько. Тень не создавай, Никита, я не вижу ничего. Опа. Зашел, какой красавец, ребят, ели в 150. Вот это да, друзья. Вот теперь черт. Друзья, смотрите. Это да, Вот значит, это рыба. Вот это Вот трофей. это красавец. Это Поздравляю, реально Андрей. Вот Отличная рыба. это. Вот вам и черт. Ребята, вы это видели? Вы посмотрите, друзья, вот это лещ. Ух. Молодец, как ощущение? Я вообще Непередаваемый. в шоке просто. Весь в соплях. Поклевка но как? счастливый. Расскажи. Происходила Поклевочка, загиб. Классический загиб. Тык. При подсечке понимаешь, что рыба тяжелая. Но аккуратное вылаживание плюс багорик 150 лунка позволяет нам вытаскивать вот таких трофеев, друзья. Ну, классический черт. Да, длинненький, худенький. Желтая, белая бусинка. Ну, всё. Молодец, поздравляю. Ну вот, друзья, сегодня закончилась наша рыбалка на чертика. Пришел вечер, мы собираемся домой. По результату, конечно, гору рыбу мы не поймали, но у нас было 2 трофея, поклевки, подлещик. То есть в целом рыбалка состоялась. Результат отличный, получились отличные кадры. Подписывайтесь на наш канал, всем ни хвоста, ни чешуи.